Hey guys, how you doing? Hello, hello, всем добрый день, как дела? Привет! Tell my Russian friends. Всем привет моим русскоговорящим друзьям. So now for my guys, because you're not as trained as well as Tanya's people, make sure you hit lots of likes so that other people, because Instagram will tell more people to come on. So thank you. Да, ребят, кто не в теме, да, я хочу сказать, не забывайте лайки ставить сейчас, чтобы вы подключились, чтобы другие увидели, что у нас тоже прямой эфир. И, друзья, I'm just gonna say a couple words for my guys, okay? Okay, one thing. Да. And so my English speakers, just be patient. Да. Because I see some of my English speakers already on there too. Yeah. Ребят, всем привет! Обращаюсь сейчас к моим подписчикам, что мы проводим с двух аккаунтов, с Джима и с моего. Сегодня у нас очень классный эфир по вашим заявкам, по вашим просьбам. Я знаю, что вам очень нравится такой формат, когда мы в таком формате интервью проводим с успешными людьми на английском языке, я перевожу, поэтому вы слышите настоящий классный американский английский и слышите сразу перевод, поэтому час вы практикуете английский, плюс еще получаете очень классные ответы на здоровские вопросы. И по результатам опроса мы видим, что очень интересна такая тема, как успешные действия на 2020 год, потому что Джим является очень успешным человеком во многих областях жизни, финансовых, потому что он уже миллионер, уже давно как, живет здесь во Флориде, мы очень хорошо дружим, познакомились, когда он приезжал в Россию на семинары, мы ездили по всему СНГ вместе, семья у него, 2 детей, шикарные отношения, поэтому по всем фронтам человек преуспел, поэтому я уверена, сегодня будет полезно. Let's get started. Ну, поехали. Очень приятно. No translation. That means a lot of pleasure. So, you know, Tanya and I have been running around all over the Russian-speaking countries for 7 years, 8 years. Like that. Да, мы с Таней путешествуем, ездили по всем странам СНГ уже, по-моему, 6-7 лет. Tanya can read my mind now. То есть Таня уже мои мысли может читать. She's heard all my stories Она like 10 все times. мои истории уже слышала раз по 10. But the important part of this is that Tanya and I both want to help our friends become more and more successful. Но что у нас с Таней общего, да, это то, что и она, и я, мы хотим помогать нашим друзьям, чтобы они становились лучше, и у них лучше в жизни получалось. Actually, I think it was several years ago in Moscow when I said, I want to make 100 millionaires, and you were translating for me. Да, я помню, что пару лет назад я был как раз в Москве, и я такой... Точно, надо же помогать людям тоже становиться миллионерами, да, хочу сделать так, чтобы 100 людей разбогатело, да, стало миллионерами. So I was on stage and I've been, you know, I'd made a lot of money for a lot of years. I've made not as much as the really rich guys, but I've been comfortable. I made like an average of $1 million a year for 20 years. Ну, и я помню, что я тогда стою на сцене, и я думаю, что, ну, конечно, Таня как раз для меня переводила, и я уже много лет зарабатываю очень нормальные деньги, то есть в год million a year, yeah? Yeah, million Да, a year. $1 миллион в год, но For это, me. да, это личный мой, ну, личный доход, который у меня есть. Конечно, если сравнивать с супербогатыми людьми, это не так много, но это вполне достаточно. And when you make a lot of money, you start to look around and you start to give it away. А что происходит, когда вы начинаете зарабатывать деньги, вы начинаете уже ими делиться. You know, you give it away or you invest it, but I invest in people. То есть, либо это какие-то инвестиции, но я предпочитаю всегда инвестировать в людей. So I invest in education programs, business programs. Поэтому я вкладывала и в свое обучение, и в бизнес-программы. Because I was really poor. Почему? Потому что начинал я с самых-самых, вот, знаете, ну, низов, можно сказать, да, то есть с бедноты. I couldn't afford to go to college. То есть, когда я подрастал, да, у меня не было денег, чтобы пойти и получить высшее образование. So I got into the U.S. Naval Academy. Поэтому я пошел учиться в военно-морскую академию. Because it was free. Почему? Потому что было бесплатно. But it's not really free. Remember, there's more than money in life. Но на самом деле это было не совсем бесплатно. Помните, что есть вещи, которые, не только денег касаются. You don't pay money to go to the Naval Academy, but you pay with your life. So I had to give 5 years of my life after I graduated. То есть, да, я не платил денег, чтобы пойти в эту военно-морскую академию, но мне пришлось заплатить 5 лет своей жизни, чтобы потом там отработать. And I'm really glad I did. И я рад, что я это сделал. Очень рад. I learned about leadership and how to really work with people to make them better. Потому что там я узнала о лидерстве, о том, как сотрудничать с другими людьми, чтобы получалось лучше работать вместе. But in the Navy, you don't make any money. Но в военно-морском, как говорится, на этой работе денег много не заработаешь, просто чтобы вы понимали. So then I became a salesman.
И потом я пошел в продажи. because I can make more money as a salesman than I did as a nuclear engineer. Потому что в продажах я мог больше заработать, чем инженер-ядерщик, да, это была моя профессия вот в военно-морском флоте. So our parents always want us to go to school, get educated, and get a good job. То есть, конечно, наши родители всегда хотят, чтобы мы получили высшее образование, да, потом получили хорошую работу, получили стабильность в жизни. Listen to your boss, be on time, go to that same job every day, even if you hate it. И часто, если родители, они что говорят, да, они говорят, не потеряй работу, слушай начальника, не опаздывай, да, ну вот такого рода вещи. When I quit my government job, my mom cried for 3 days. И когда я ушел с поста работы в правительстве, да, военно-морской, после военно-морской академии, у меня мама 3 дня плакала. I said, Mom, I don't want to work in a job where I'm a slave. И я пытался объяснить, мам, я не хочу работать на работе, где я чувствую себя рабом. I want to create happiness and have a better life. И я хочу, создавать больше, хочу жить более счастливой жизнью. You know, my mom was born in 1944. И моя мама, она родилась в 1944 году. So from an old era. То есть 44, you said? 44. Да. То есть это, прям еще вот та часть века, да? So she was like, no, honey, life is hard and you have to work at jobs you hate and that's life. И она говорила о том, что, слушай, жизнь тяжелая, да, это нормально, что ты работаешь на работе, которую ты ненавидишь. I said, I don't want that kind of life. То есть я понимала, что я такую жизнь не хочу. So when I became a salesman, it's like I controlled my income because I controlled my work. И почему я пошел в продажи, да? Потому что я контролировал свой доход, я контролировал свои продажи, то есть я чувствовал, что я контролирую свою жизнь. So we're going to talk about the 3 secrets to success in 2020. И сегодня наша тема, ребята, кто спрашивает, это 3 секрета успешности на 2020 год. I have a feeling То есть у меня есть большое ощущение, 2020 is going to be our best year ever. что 2020 год будет для нас с вами просто самым шикарнейшим годом вообще в нашей жизни. And I've had some really good years. И у меня были хорошие года в жизни. And I know that Tanya's business is growing and her travel around the world is growing every day. И я знаю, что Танина деятельность растет, ее путешествия по всему миру, она начинает больше и больше ездить и больше путешествовать. All right, so we make an agreement. This is our 2020, our best year ever. Давай договоримся, что это будет лучшим, 2020 это лучший год. Да, все, ребят, договорились. You know, because it starts off. Потому что начинается все. All right, first secret. Смотрите, выдаем первый секрет. You have to decide exactly what you want. Вам нужно решить четко, что вы хотите. Not what your mama tells you what to want. Не то, что мама вам говорит, условно мама, да, говорит, что вам нужно. Not what your daddy tells you what Не to то, want. что вам папа говорил или говорит, что вам нужно. Not what your grandpa tells you what to Не то, want. что дедушка вам говорил в свое Or your время. grandma. Да, то есть или бабушка, Or your girlfriend or your boyfriend. или неважно, парень, девушка, Or your husband or wife. жена, муж. You can't generate passion if you do things that other people tell you to do. Вы не можете, заниматься чем-то, что навязывают вам другие люди. My mom thought I was crazy to walk away from my government job. То есть моя мама думала, что я с ума сошел, когда я ушел вот с той работы на правительство после университета. But I was dying inside doing a job I hated. Но я просто каждый день чувствовал, что я умирал на той работе, потому что я ее ненавидел. Now, I worked a lot harder when I walked away from that easy job. И когда я ушел с той легкой работы, мне пришлось действительно начать пахать. And I did not decide exactly what I wanted, except I just wanted to be free. И я тогда не решил, что конкретно мне нужно, да, то, что я хотел, окей, мне нужно было больше свободы. That's not a good enough decision. То есть это было не очень хорошее решение, я привожу пример. You have to literally sit down and write down, what do you really want? What do you really want? Поэтому большая часть успеха — это написать, что конкретно вы хотите, вот, что четко, к чему вы стремитесь. And this may be hard to do at first. Но это сложно, для начала это сложно сделать. You have to sit there and write, okay, what do I want? And you go, I want to be free. И иногда может так получиться. Вы начинаете, да, себе задавать вопросы, чего я хочу? И ответ только такой: хочу больше свободы. I want to be happy. Или хочу быть счастливым. Let's state one thing that's pretty true for just about everybody.
То есть, ну, давайте согласимся, да, по поводу чего-то одного, по поводу, ну, с чем согласны все люди, да? Everybody would like to be happier. Смотрите, все люди на планете хотят быть счастливыми. But what does that mean for you? А что это для вас значит быть счастливым? You know, you have to, like, I've been happy almost every day for a long time. Вот если про меня говорить, то я счастлив уже очень-очень долгое время. Каждый день я чувствую себя счастливым. Over 30 years I've been happy. То есть 30 лет уже, наверное, вот я счастлив. Because when I started to work for myself, Потому что когда я начал работать на себя, even when I didn't make a lot of money, даже когда я много не зарабатывал еще, I had written down, what do I want exactly? I wrote it down. я всегда записывал, что конкретно я хочу. I wanted to sell good things to good people in high volume. То есть я всегда хотел продавать что-то хорошее людям, в большом количестве людей, в больших объемах. I wanted to make so much money I didn't have to worry about debt. Я хотел зарабатывать столько денег, чтобы мне никогда не приходилось беспокоиться, что у меня долги. I wanted to have a good family. И я хотел хорошую семью. I wanted to have good friends. Я хотел, чтобы у меня были хорошие друзья. I wanted to work hard and I wanted to play hard. Я хотел и работать много, но и отдыхать много. My dad taught me when I was little. То есть мой отец меня научил, когда я был маленьким. He said, you can do anything you want to do, Он мне сказал, что ты сможешь достичь, ты сможешь заняться тем, чем ты хочешь. but you have to work hard. И достичь, чего ты хочешь. Но тебе нужно будет для этого работать. And he said, then you have to play hard too. И to play hard, like after, like rest. Yeah, recreation, Recreation, right. sport. Но и отдыхать тебе, да, нужно будет тоже по-крупному. Работать будешь много, но и отдыхать тоже. You can't just work hard all day long every day and ignore your family and don't exercise, no sport. То есть о чем я говорю, что нельзя просто пахать и игнорировать себя, игнорировать семью, игнорировать свои, занятия спортом, да? So this is why it's important to write down what exactly do you want. И поэтому важно записать, что конкретно вы хотите. Because if you write down what you want, you start to get excited. Потому что если вы увидите, запишете, да, вот это, я вот хочу этого, да, у вас появится больше интерес. You know, because I say I work really hard. Или, например, вы говорите, да, я работаю много. But here's the secret. Но в чем секрет? If you're doing what you love to do every day, it doesn't feel like work. На самом деле, если вы делаете то, что вам нравится, по сути, вы не чувствуете, что вы ходите на работу. Like I watch her. То есть я на Таню смотрю, например. I never see her sweating or like, oh, it's so hard. Я никогда не вижу, что она так вот говорит о своей работе. Слушай, я тут так впахиваю, так сложно вообще. Tanya has a very clear statement of what she wants. Потому что у Тани очень четкое понимание, чего она хочет получить, чего она хочет достичь. And every day she gets up and she does what she wants to do. И каждый день она просыпается, и она знает, что она занимается тем, что она хочет. So every time I see Tanya, she's smiling. И каждый раз, когда я ее вижу, она всегда на позитиве улыбается. But her business is growing. Я знаю, что ее бизнес растет, развивается. But it doesn't look like she's working, but she is. И даже не кажется, что она как-то так перерабатывает, но на самом деле она очень много работает. So when I say write down exactly what you want, I mean write down the numbers. How much money do you want to make? И когда я говорю вот про первый секрет, да, я говорю, ребят, очень четко надо понять, что вы хотите. Например, запишите, сколько денег вы хотите зарабатывать, четко. If you're younger than me, because I'm old, Если вы младше меня, потому что я уже так в возрасте, I have all this experience I want to give to my friends. у меня столько опыта, которым я как раз хочу делиться со своими друзьями, да? So I don't want any more kids. I have 2 beautiful sons. То есть детей я заводить уже не хочу, у меня есть 2 прекрасных сына. But if you're young and you're building a family, how many children do you want? И, соответственно, если вы еще заводите семью, да, или строите семью, то запишите, сколько детей вы хотите. What kind of house do you want? В каком доме вы хотите жить? What kind of car do you want to На drive? какой машине вы хотите ездить? You know, 30 years ago, То есть 30 лет назад I didn't put down Maserati for my dream car. я не писал в списке своей машины мечты Мазерати. Не было у меня там Мазерати. The first time I wrote my list, I said, I just want a new car. Я просто, когда я первый раз этот список писала, я просто написала, мне бы новую машину. Я хочу новую I don't машину. care what, just a new one. Просто новую машину хочу, а не подержанную. So as you keep looking at your list of what do you really want, every year you got to update this list. И, конечно, тот список, который вы пишете, каждый день его надо пересматривать, каждый год его надо пересматривать, каждый год обновлять. You got to update your list at least
once a month. Ну, на самом деле, хотя бы раз в месяц. I'll be honest, one time when I said, okay, that's it. И, знаете, я признаюсь, у меня была такая ситуация, когда я сказал, так, все, хватит. In 1998. Это было в 98, господи, в 98-м, sorry. 21 years ago. Yeah, that's right. Okay. So I said, I want to be a millionaire before I'm 40. И я тогда решил, что все, я стану миллионером до 40 лет. I want to live in Clearwater, Florida. Я хочу жить во Флориде, Because it's warm. потому что здесь тепло. I'm from Michigan. Я вообще из штата Мичиган. It's colder than Moscow. То есть, а в Мичигане холоднее, чем в Москве. Snow up to here. То есть снег у нас навален вот так вот. Florida, sunshine in А во December. Флориде декабрь, солнце светит. People were swimming at the beach yesterday. А вчера люди плавают, еще вот вчера декабрь, да, все плавают на побережье. So I said, I want my own business, I want to be a millionaire, and I want to live in Clearwater, И в Florida. тот момент я решил, что я хочу жить во Флориде, я хочу свой собственный бизнес, я хочу быть миллионером. Я принял это решение. And I wrote this down. И я записал все эти вещи. And then I worked hard. И потом я пошел и стал над этим работать усердно. And I talked to lots and lots and lots of people. И я общался, да, наводил связи с большим-большим количеством людей. So it's not just enough to write down what you want. То есть недостаточно просто записать то, что вы хотите. Once you write down what you want, Как только вы записали и поняли четко, you have to write a plan. вам нужно написать план. And the plan doesn't have to be fancy. И план это не должен быть какой-то прям такой развернутый. There's companies in the world that will just write plans. То есть есть, например, компании в мире, которые просто планы пишут. And they listen to your dreams. Они послушают... They listen to your dreams? Yeah, your dreams, your goals. Окей, они послушают ваши мечты, ваши цели. And then they charge you like $100,000. Они возьмут с вас там $100 000 And they write a really fancy strategic plan. и напишут вам очень такой причесанный, красивый стратегический план. Put it in a leather-bound cover. И красиво его оформят в брошюры 100 pages. на 100 страниц. And you go, oh my God. И вы такие, о, ничего себе, какой план. How about you write down a simple plan? Смотрите, нет, здесь не об этом. План надо написать очень простой. Because the second secret Потому что второй секрет is the discipline, your self-discipline. – это дисциплина, ваша самодисциплина. Okay, so you have to look at what you want and it's written down. Then you have to say, okay, I am going to do this action every day. И потом, если вы смотрите на свою цель, что вы написали, чего вы хотите, да, и вы себе говорите, все, я буду каждый день делать определенные действия, чтобы реализовать эту цель. So, for example, you have a product that you love. Ну, say again? You have a product that you Ну, love. скажем, да, у вас есть что-то, что вам нравится, какой-то продукт. And then you want to sell it to 10,000 people. И вы понимаете, что вы хотите продать этот продукт 10 000 людей. If you want to make 10,000 sales, Если вы хотите сделать 10 000 продаж, you have to talk to at least 100,000 people. то донести это сообщение, либо другими словами поговорить, нужно со 100 000 людей, понимаете? You know, a lot of people, they write down what they want. То есть, смотрите, что происходит. Многие, они записывают, что они хотят. Or like someone said, I know what I want, but I don't write it down. Или кто-то говорит, да я знаю, что я хочу, я просто не записываю. The importance of writing it down is that it becomes more real when you put it on a piece of paper. Смотрите, это реально так. Если вы запишете, для вас это становится более реальным, потому что это уже написано. It becomes more real to you. И вам это более реально, вы это записали. Forget about anybody else. It's you have to convince. Забудьте про кого-то еще, кого вам нужно убеждать, да, вам нужно убедить себя, что да, это то, что мне нужно. And that one more point. So when you write it down, you go, okay, that's not exactly it. И если вы записали, например, и думаете, так, нет, это не совсем то, что мне нужно. In the old days, we had to use paper and pencil. То есть в старые времена, да, ну, был только листочек и ручка, и все. Now you can do it on your phone, on your computer, on a tablet. Карандаш. А сейчас можно на компьютере, на планшете, на телефоне это делать. And here's what I recommend. Write down your first, like, 5 things you really want. 5 things. И что я рекомендую? Напишите где-то первых 5 вещей, которые вы хотите. Very specific things that you want. Очень четкие, конкретные вещи, чего вы хотите реализовать. And then write that down and put a date on it. Запишите и поставьте рядом дату. I have these little books that I wrote in. И у меня... This little box? Little books like, У меня like есть вот такие вот книжки, ну, Like такие little books. блокнотики, в которых я писал.
And I had Пишу. written down, this is what I really want. И у меня там был этот список. Вот я хочу это, это, это. I wrote down like 20 things. I mean, specific. I want И this я помню, что у меня список был из 20, да, конкретных вещей. Хочу это, 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 это. car, house, friends, whatever То you есть, want. неважно, там, машина, дом, друзья и так далее. Что And then I put a хотите. date on it. Always put a И date. всегда ставьте дату, к какой дате вы хотите это реализовать. You can say, well, you know, in 100 years, I hope I have some money. И смотрите, неправильно говорить, что, ну, надеюсь, за следующие 100 лет я заработаю что-нибудь. No, I said, in 2 years, I Нет. want to be a millionaire. Я тогда сказала, например, за 2 года, в течение 2 лет я стану миллионером. August 1st, 1998, I want to be a millionaire in 2 years. И you put a date when you write it. The date I wrote it, Окей, то есть я ставлю какую дату? Я ставлю текущую дату, когда я это написал, and then you put down the date you want to achieve it. и дату, к которой вы хотите, чтобы это достиглось. Чтобы вы видели разницу. So I gave myself 2 years to become a То millionaire. есть я себе тогда дал 2 года, чтобы стать миллионером. And I did it. Я это сделал. I'm just a poor kid from Michigan. То есть я просто мальчик из бедной семьи из штата Мичиган. If I can do it, Я к чему? Что если я смог, you can do it. вы точно сможете. You're probably smarter than me. Возможно, вы даже умнее меня. Anybody can do this. Каждый человек это может сделать. It doesn't matter if you live in Vladivostok at the farthest reaches from Moscow and the whole world. Неважно, где вы живете, вы можете жить вообще далеко от Москвы, вы можете жить в очень удаленных It местах. doesn't matter if you're in Siberia in a city of 10 people. Сибирь, Владивосток, вы, может, в деревне из 10 человек живете. There's no excuse anymore. То есть у нас с вами нет никаких оправданий уже. With your phone, Потому что в вашем телефоне, you can reach 1 billion people. с помощью вашего телефона, вы можете дотянуться до миллиарда людей. Grant Cardone is proof that you can reach 1 billion people. Есть человек, его зовут Гран Кардоно. Он доказательство того, что вы можете дотянуться до миллиарда людей. It's possible. Это возможно. Grant Cardone's like me. He was a poor kid. Тоже он выходец из бедной семьи. He started with nothing. Он начинал с нуля. I started with nothing. Я тоже с нуля начинал. Just my ideas. То есть просто со своими идеями, что я хочу. So you write down the first time today, write down what you want and put the Поэтому, date. что я вам рекомендую сделать? Вот сегодня сядьте и напишите, что вы хотите, и напишите дату. And tomorrow look at it again and say, well, that's not exactly what I want, and И change завтра it. пересмотрите это, да, и ответьте на вопрос, да, возможно, вы скажете, нет, это не совсем то, что я хочу, вот, и перепишите. Don't throw away your first list, keep it. Put a second list and a new date. То есть не выкидывайте этот список, а просто перепишите, да, чтобы, и поставьте новую дату. So 1 year, I had written down like 10 big goals I wanted. И у меня была та же ситуация, я однажды написал 10 больших целей, которые у меня было. And then I got busy doing the secret number 2, working hard every day with good discipline. И потом я перешел к шагу, к секрету номер 2, да, это самодисциплина, когда я просто начал каждый день делать шаги, чтобы достигать этих целей. And I don't recommend this, И я не рекомендую, but I waited 1 year to look at my goals list. не рекомендую это делать, но то, что я сделал тогда, я пересмотрел свои цели только через год. I was so busy working hard, Почему? Потому что я так впахивал, я так много работал, I forgot to look at my что list. я забывал смотреть на свой список. So I pulled my list out. И вот через год я достал свой список из 10 целей. I was like, wow, I did that. И я такой, вау, вот это есть, I did that one. вот это есть, I did that one. вот этого я сделал, I did that вот one. это реализовал, I did that. вот это. I did 10 out of 10 things. То есть и 10 из 10 были реализованы. They were big goals. И это были большие цели. When I wrote them, I thought, oh, this is going to take me a И few поверьте years. мне, когда я их записывала, я думала, мне точно пару лет придется над этим работать. So you got to think big. Поэтому, ребят, не забывайте еще думать более масштабно. But that year was a really good year for me. И для меня тот год был реально очень-очень хорошим. And here's the other thing that happens. Once you achieve the goals you set out, И это то, что происходит. Как только вы достигаете целей, которые вы поставили, you got to write down new goals. не забывайте записывать новые цели себе. Man, I got everything. То есть, потому что вы смотрите, такие, ничего себе, у меня все, я достиг. What do I do now? Что мне теперь-то делать? So this is why I had И the idea to make 100 millionaires. И поэтому в какой-то момент мне пришла следующая цель, да, помочь другим 100 людям стать миллионерами. Because I did it for myself. Потому что я это реализовала для себя.
And now I'm like, okay, now what do I do? И что мне теперь делать? Я эту цель достиг, понимаете? Какая моя следующая цель? I said, oh, how about if I help 100 people become millionaires? Классно. А как по поводу цели помочь другим людям стать миллионерами? Because I have to teach people just have a goal and work really hard and do the successful actions every day. What is hard work? Потому что у меня есть успешные действия, да, я с вами ими делюсь, да, поставьте цель, работайте, используйте самодисциплину, чтобы делать шаги в направлении этой цели каждый день. Okay, so here's a story. То есть хочу рассказать вам историю. Two people that I met 4 years ago. Два человека, с кем мы познакомились 4 года назад. Whitney and Aaron are their names. They're a couple. Уитни и Эрон, это как их зовут, они муж и жена. And when I met them, they had their own business. То есть, когда мы с ними 4 года назад познакомились, у них был свой собственный бизнес. They made chut dingy. Они чуть-чуть денег зарабатывали. Small money. Ну, очень небольшие деньги. But they were excited. Но они очень хотели развиваться. Джим, how can we be a millionaire? Подскажи, как нам стать миллионерами? So I told them, И я им рассказал. Like this, my successful actions. Просто поделился своими успешными I действиями. told them lots of stories. Рассказал им много историй с этим связанных. I had them write down their list in front of me. И они прямо со мной рядом сели и записали список своих целей. Like, what do you really И want? я им спросил их, я говорю, что вы конкретно хотите, So they ребята? wrote it down. Они записали все это, что они хотят. You know, we want to make $1 million a year. И они прям записали, мы хотим $1 million a year. Yeah. Они хотят $1 миллион в год. I said, okay, good. Я говорю, хорошо. Now you have to make a plan. Я говорю, теперь надо план писать. And the discipline is to do your plan every day. А что every такое day, every day. самодисциплина? Дисциплина – это когда вы каждый день работаете по плану, каждый день. Now, working hard today is like doing videos. То есть, смотрите, сегодня тяжелая работа – это видео, например, записывать. Share your stories. Потому что вы делитесь своими историями с другими. So some of you right now probably think, well, my story is not important. И, возможно, кто-то из вас сейчас думает, моя история не важна. No, your Нет. story is important. Ребят, ваша история важна. You are important. И вы лично важны. I guarantee you, Я you're вам important. гарантирую, что вы очень важный человек. Your ideas are important. Ваши идеи важны. You just have to put them down on paper Просто выпишите их на бумагу. and then tell thousands and thousands of people about your ideas. И потом, если вы продаете, то если эти идеи связаны с вашим продуктом, то рассказывайте тысячам людей об этом. The people who succeed on this planet are just doing that. Люди, которые преуспевают на этой планете, они действуют таким образом, понимаете? They work hard by communicating to a lot of people. Что для них значит усердная работа, да, и дисциплина? Они много времени посвящают тому, что общаются с другими людьми, рассказывают другим людям о своих идеях. So, okay, let me be honest. И вот давайте я честно скажу. It's like 6 years ago, I was with Tanya. I said, okay, and it just came out of my mouth. I want to make 100 И millionaires. я помню, что это 6 лет назад было, вот мы были как раз с Таней, и я выступал, и у меня просто вот эта цель, она у меня, я ее так вот сказал, сам даже не понял, да, что хочу сделать 100 миллионеров. We're on stage in Moscow. Мы были в Москве, выступали на сцене, There was like 500 people, там было, по-моему, 500 человек, entrepreneurs. предприниматели. I said, okay, Я говорю, так, I want to make 100 millionaires. хочу, чтобы 100 человек стал миллионерами. I said, who wants to be a Я millionaire? говорю, Raise your hand. поднимите руку те, кто хочет стать 500 миллионером. people jumped out of their chair and И raised their 500, и hand. 500 человек просто выпрыгнули из стульев, говорят, я хочу. Now, I didn't keep a list of all those people. То есть я не записал имена всех участников And it's на been тот 6 момент. years. Потому что, 6 лет сейчас прошло. So what I forgot to do is ask people to send me a story when you make your first $1 million. И что я забыл сказать людям, да, что вы, ребят, вышлите мне истории, когда вы разбогатеете, скажите. And I'll be honest. И я честно вам скажу. Some days I think, oh, Иногда вот я думаю, у меня такие мысли появляются, I don't think I'm very good at making a millionaire. что что-то, мне кажется, у меня не очень получается эту цель достигать. Negative thought. То есть, что это? Негативная мысль, ребят. So no, just throw the thought away. И потом я просто ее игнорирую. Я говорю, так, все, проехали. But I was thinking the other day, well, nobody's told me if they made $1 Но million. мне, знаете, пришла такая мысль. Вот никто мне не давал обратную связь, действительно заработали они $1 миллион или нет. So I thought I wasn't successful. И поэтому у меня пришла идея, что мне не получается. And then I'm not kidding. И 4 weeks серьезно. ago, И 4 недели назад these two friends of mine who I haven't seen for a year, вот те 2 друзей моих, которых я год не видел, про которых я рассказывал, they said, Jim, они со мной связались и говорят, Джим, Jim, you did it. у тебя получилось. I said, what did I do? Я говорю, что?
You did it! Ну, у тебя получилось. Look at us! На нас посмотри. I said, what did I do? Я говорю, что у меня получилось? Say, remember 4 years Он говорит, ago, помнишь, 4 года назад we said we're going to be мы millionaires. сказали, что мы хотим быть миллионерами. We made $1 million this И в year. этом году мы заработали первый миллион. I almost cried. Я почти заплакал. And I thought, И я you такой, know, ну, знаете, I've talked to at least 20 or 30 or 40,000 people since the last 6 years. то есть за последние 6 лет я выступал, наверное, перед общей аудиторией 20, 30, 40 тысяч человек точно. There must be То есть more. точно есть больше людей, у кого получилось. Now, of course, I hugged Aaron and Whitney and I said, you guys are beautiful. И, конечно, я их обняла и говорю, слушайте, вы великолепны вообще. And they wrote a success story. И они for me. написали мне историю успеха. So I think on Thursday of this week, Aaron and Whitney and I are going to do a live. И мы на этой неделе, где-то в четверг, наверное, да, будем тоже делать прямой эфир. In Instagram or Facebook, I'm not sure I'll announce it. В Инстаграме или в Фейсбуке я скажу об этом. And we're going to talk about all the hard work they did for 4 years to make their $1 million. Они тоже расскажут о той вот как раз усердной работе, да, которую они делали на протяжении 4 лет, чтобы этого достичь. And I'm not talking like the first year after we did the meeting, they made $1 million in the company. The company made $1 million. То есть в первый год после того, как они цели написали, их компания заработала $1 миллион. То есть не они лично, а компания, оборот компании. And they got to keep like, you know, a small bit of it. Ну, и у них прибыль была, ну, не очень большая с этого. Then they doubled the company the next year. Потом в следующем году оборот компании удвоился. Discipline and hard work. Ребят, потому что дисциплина и вот эта усердная работа. And then she has a baby. И у жены, да, ну, у них ребенок также появился. So the family starts to expand. То есть и семья стала расширяться, да. So she's carrying the baby and working. Поэтому, да, и за ребенком она успевала ухаживать и работать. They're expanding their number of employees. И сотрудников они нанимали больше, расширяли команду. In the beginning was just them two. Потому что вначале они, когда начинали, было только их двое. Now they have a larger staff. Сейчас у них и персонала больше. And the next year they doubled again. И в следующем году они снова удвоили доход. So the income was going up. То есть и доход рос. And this past year they made $1 И в million прошлом году profit они уже прибыли $1 миллион заработали. on like $9 million in sales. То есть 9 миллионов долларов продаж сделали оборот в компании, да, и 1 миллион прибыли было. I feel like a papa with his first baby. То есть, знаете, я себя ощущал, что я как папа, у меня родился первый ребенок, когда мне дали эту обратную связь. Я такой, I helped somebody become a millionaire, so now I'm asking people, hey. И теперь я знаю, что точно у меня получится. Я теперь спрашиваю у людей, слушайте. In the last 6 years, if I've helped you increase your business so you made $1 million, please write to me. И я всегда теперь говорю, что если вы за последние 6 лет были у меня на мероприятиях, я помог вам сделать ваш первый миллион, напишите мне об этом, пожалуйста. There's got to be at least one. То есть как минимум еще один должен быть. You know, and I'm not saying I did it. I didn't do it. I won't actually make you a millionaire. You have to make you a millionaire. И я не говорю про то, что я над этим работаю. Нет, вы над этим работаете, потому что вы только можете сделать это для себя. I just try to post positive things every single day to remind people to be positive. Что в чем я вижу свою задачу? Я просто напоминаю людям о том, что они на самом деле могут. Sometimes a good sunset is all you need to go, okay, life is good. И я пощу позитивные всегда фотографии, не знаю, даже если человек увидит у меня на странице красивый закат и увидит это и скажет, все нормально, жизнь хороша, не так плохо все. Sometimes your wife just has to kiss you on the cheek and say, oh, honey, I love you. Это вы знаете, вот иногда просто нужно, чтобы жена мужа поцеловала и сказала, слушай, дорогой, я тебя люблю, чтобы у него все стало хорошо. So all these positive things in life. Вот вообще позитив в жизни любого рода. Is what that's our pay for living. Позитив это та плата, которую мы получаем в нашей жизни. Это настоящая плата. You know, your good friends come up and say, Jim, you were successful. We became millionaires. И когда к вам друзья приходят, вот как ко мне, да, и сказали, Джим, благодаря тебе мы разбогатели. You told us. Потому что ты нам сказал. Find successful actions. Потому что find. You like да, find потому out. что ты нам дал совет. Выясните, какие успешные действия вы сейчас уже делаете в своем бизнесе. And then work hard every day and apply the successful actions. И работайте каждый день, применяя только эти успешные действия. I didn't give them every successful action. То есть я же им не дал все успешные действия, что нужно делать. I gave them like 5 successful actions. Я дал им, по-моему, 5.
They went and found other successful actions and worked hard every И day. они сами нашли все остальные, и они дисциплинированно работали каждый день. So I'm almost 60 years old. I don't think I know everything. И, знаете, мне почти 60 лет, и у меня нет идеи о том, что я все знаю. I'm willing to learn new things every day. У меня есть желание узнавать что-то новое каждый день. I read other books. Я читаю книги. I get inspired by other people. И меня вдохновляют другие люди. Because that helps me work and be Я disciplined. открыт к этому, и мне это помогает работать дальше и проявлять вот эту самодисциплину, понимаете? Okay, good. So now let's talk about the third secret. И вот это было 2 секрета. Мы переходим к третьему. Okay, so remember, first secret, Первый секрет, напоминаю. decide exactly what you want, not what someone else wants, what you want. Первый секрет успеха в 2020-м. Вам нужно решить, что конкретно вы хотите. Не то, что хочет кто-то другой, а очень четко написать, что хотите вы. Type it down, write it down, put it down on paper on your computer. Неважно, запишите на бумаге, в компьютере, в телефоне, просто зафиксируйте это для себя. Put the date. И напишите дату. And give Today's dates. date or... Yeah, the date you wrote the list. Да. И напишите дату, в какой момент вы это писали, то есть текущую дату. And next to the things you want, put a date that you want to get them. И ту дату, когда вы хотите эту цель реализовать. Okay. Number 2. Второй секрет. You have to discipline yourself to do the successful actions every day. Напоминаю, что нужна самодисциплина, чтобы вы успешные действия на пути к цели применяли. We call this hard work. То есть это называется в кавычках усердный труд. But if you're doing what you love, it doesn't Но, feel по like сути, work. если вы работаете и делаете то, что вам нужно, и то, что вы хотите, вы не будете чувствовать, что вы как бы вкалываете, да? It feels like we're playing. То есть будет ощущение, что вы играете в игру. We're playing a game because you do what you love. Потому что, когда вы делаете, что вам нравится, вы чувствуете, что вы играете в игру. So, number 3. И вот третий секрет, ребят, успеха в 2020. And number 3, this is what kills most businesses. И третий, на самом деле, пункт, третий вот этот секрет, он убивает большинство начинаний и большинство бизнесов. This is what keeps most people from succeeding. И это убивает большинство начинаний других людей, чтобы они двигались к успеху. Negativity. Это негатив. Negative people. Негативно настроенные люди. Negative news. Негативные новости. You know, I'll tell you a secret. I don't watch the news. Вот, ребята, да, расскажу вам секрет. Я новости не смотрю вообще. I don't want to know about everybody who got murdered and То есть мне не надо killed. знать, кого там убили, что там с кем плохое произошло в новостях. I don't want to hear about all the negative То есть я не politicians. хочу, чтобы меня загружали негативными политиками. So I don't read a newspaper every day. Поэтому газеты я тоже каждый день не читаю. I look at business news. Да, бизнес-новости я читаю. I look at what my friends are doing. Смотрю, что делают мои друзья, чем And- они занимаются. And I ignore all И negativity. я игнорирую весь негатив. I mean, think about this. Ну вот смотрите, подумайте вот о чем. My own mama. Вот моя мама. I quit the job I hated. Вот что произошло, да? Я ушел с работы, которую я ненавидел. And I started to be a salesman. И пошел в продажи. She cried. Она плакать стала, она плакала. Every time I talked to her, she said I was wrong. И каждый раз, когда я ей про это говорила, она говорит, ты не прав. Now she's speaking from her heart. Конечно, это от души она говорила. She believes she Она- knows best for me. Верила в то, что она хочет для меня лучшего, это правда. She wasn't being mean. То есть она не пыталась быть как-то грубой со мной, да? She didn't call me an idiot. Она меня не обзывала идиотом. I love my mom. Я люблю мою маму. But from her Но с ее point of view, точки зрения, I was making a huge mistake. я совершала огромную ошибку, когда я ушел с этой работы. She was trying to protect me. Она меня пыталась защитить. So I didn't get mad at my mom. И поэтому я на нее не злился. I just said, Mom, trust me. Я просто ей говорила, слушай, мам, поверь мне. Then she'd cry some more. Она еще поплакала. You're gonna be a failure. Да, у тебя не получится, у тебя будет неудача. You know, and it was like, И знаете, я тогда... I don't know, 3 or 4 or 5 years later, И прошло там 3, 4, 5 лет, I was doing better. у меня уже лучше у меня уже лучше дела пошли. And then when I started my own company and had my first son, then she was happy. И как только у меня открылась своя собственная компания и родился сын, она наконец-то успокоилась. So like 10 years later, she goes, И только 10 лет прошло с того момента, она такая, good job. молодец. Только после 10 лет она мне это Especially сказала. you give me a grandson. Спасибо, особенно за внука, спасибо She тебе. didn't care how much money I Ей, made. ей на деньги было уже наплевать, ей внук был важен. She just wanted the grandson. Ей хотелось внука поддержать. So negativity comes in a lot of different forms. Так вот, негатив к нам в жизни приходит в разных обличиях.
But the most powerful negativity Но самый мощный негатив, comes from your own head. он идет у вас же, от вас же самих. This is where discipline comes in again. И вот здесь, ребят, тоже надо проявлять дисциплину. When you start thinking negative thoughts, Когда вы себя ловите на том, что вы начинаете негативно мыслить, you have to go back to the list of what you want. берите снова список ваших целей, которые вы написали. And then you want this list to be powerful. И вам нужно, чтобы этот список был вообще мощным. Put down why you want those things. И добавьте к этому списку еще причины, почему вы хотите иметь то, что вы написали. So I'm pretty lucky. Вот, мне в жизни везет. If you ask all your friends right now, what's your purpose in life? Вот, если вы спросите у своего окружения, у своих друзей, в чем цель вашей жизни, Say, why are you alive? если вы зададите вопрос, почему ты живешь? Ask 10 people this question. Вот просто задайте 10 людям этот вопрос. Почему ты живешь? Какая твоя цель в жизни? What is your purpose in life? Какова твоя цель в жизни? Why do you get out of bed? Почему ты каждый день просыпаешься? Now, everybody has a different purpose, И у каждого цель разная, but it's not complicated. но она всегда несложная. And usually when you're doing your purpose, you feel really, really happy. И обычно, когда человек делает то, что действительно на его цели, он счастлив по жизни. So luckily for me, И мне повезло. Почему я говорю, что мне повезло? I've known my basic purpose in life since I was little. Я свою цель изначальную в жизни знаю с малых лет. And I used to tell my mom this. И я помню, что я маме говорил. I said, Mom, Я говорю, мам, if I make at least one person smile today, I'm happy. мам, если у меня получилось сделать так, что хотя бы один человек улыбнулся сегодня, я уже счастливый человек. If I make at least one person smile, Если хотя бы один человек улыбнулся, then I'm doing my purpose in life. тогда я чувствую, что я реализую свою цель в жизни. So my basic purpose in life is to help my friends smile. И моя основная цель в жизни – это помогать моим друзьям улыбаться. And that makes me happy every day. И вы знаете, меня это действительно делает счастливым каждый день. I don't make everybody smile, trust me. То есть у меня не все улыбаются, да? There are people around me Есть люди в окружении, who hate that I'm so happy. которых просто бесит то, что я сам по жизни счастлив, и у меня все хорошо. I get people who get mad at me because I laugh too loud. То есть есть люди, которые на меня злятся, потому что я громко смеюсь. I've had people tell me that I was no good because I was too happy. И были люди, которые говорили, что я ни на что не гожусь, потому что я слишком счастлив. So remember, you're not trying to Поэтому- make everybody happy. Помните, что всем в жизни не угодить. Go for 80%. То есть ориентируйтесь на 80%. But sometimes that Но 20% иногда вот эти 20% of people are not happy and always have problems. людей, которые всегда недовольны, у них всегда проблема. Like they're always sick, То есть они болеют постоянно, they're always они unhappy, постоянно чем-то they недовольны, always ask you for они money, постоянно просят денег в долг, they always tell you their problems, они рассказывают свои they проблемы. don't give you good news. То есть и хорошими новостями они с вами не делятся. You need to recognize these people. То есть вот этих людей надо знать в лицо. Because if you look at your list of what you really want in Потому life что если вы смотрите на свой список, что действительно вы хотите в жизни, and you start smiling, и при этом этот список заставляет вас испытывать счастье, вы улыбаетесь, and then you look at your phone а потом смотрите на свой телефон, and somebody calls you an idiot, и кто-то вас там ругает и говорит, что вы идиот, как вы себя при этом чувствуете? oh, why would this person call me an idiot? Почему тот человек называет меня идиотом? I don't Я не understand. понимаю, почему. Boom, what did they do? You were like, Что yes! происходит, ребят? Да, вы смотрите на свой список, вы такие, вау, класс. I'm getting my goals. I'm Всё, getting my я goals. работаю над этим, я в процессе. And one person says, И один человек вам что-то говорит, you're not that good. типа, у тебя не получится. Now, here's the truth. Вот в чем правда. Nobody in the world can stop you. Никто в мире вас остановить не может от того, что вы хотите. Nobody in the Никто. world can make you feel bad. Никто не может заставить чувствовать вас плохо. Себя И- плохо. If every negative person you ever met, if they came in the room right now, Если все негативные люди, которых вы когда-либо встретились здесь в одном помещении, собрались, the only way единственный they can make you feel bad способ, как они могут заставить вас чувствовать себя плохо, is if you agree with them. это если вы с ними согласитесь. If you think, well, maybe I'm not that good. Если вы согласитесь с тем, что они говорят, и позволите себе мыслить, да, возможно, я не так хорош. Maybe I'm not that pretty. Может быть, я не настолько красивая или красивая. Maybe I'm not smart enough. Может, я недостаточно умная.
Maybe I'm not strong enough. Может, я недостаточно сильный или сильная. Maybe I'm not beautiful enough. Может, я недостаточно привлекательный. You are the only person Вы, ребят, это вы единственный человек, that can make yourself feel bad because of negativity. кто может позволить себе чувствовать себя хуже из-за того, что к вам прилетел какой-то негатив. You have to agree with some piece of what they just said. То есть вас это расстроит, если вы только частично даже согласитесь с тем, что они говорят. So, a policy in my life, Поэтому, ребят, мое правило жесткое в жизни, I don't listen to anybody's negativity ever. я никогда не слушаю ничей негатив. I decide I'm going to get what I want. Я решаю как. Вот я пойду туда. I'm going to find positive people Я достигну то, что я хочу. Я найду позитивных людей, who make me happy too. которые меня тоже сделают счастливыми. And I'm going to ignore all the negativity around me. И я буду игнорировать весь негатив вокруг себя. If people send negative stuff on my social media, I block them. И знаете, если мне даже в социальных сетях какой-то негатив шлют, я их блокирую. If my family says, Если моя семья говорит, we love you, but you're an idiot. да, члены семьи говорят, мы тебя вообще любим, но ты что-то по-идиотски, ты идиот, да? I just laugh. Я смеюсь, I ignore the idiot part. я игнорирую часть про идиота, And I say, I love you too. и я говорю, слушай, я тоже тебя люблю. The problem is, sometimes the most negativity that can affect us as people is from our friends or family. И вы знаете, тот негатив, который влияет на нас больше всего, это тот негатив, который приходит от наших друзей и близких. That doesn't mean you stop loving your friends and family. Это не значит, что вам надо прекратить любить этих людей. Because it doesn't matter what they say. Да не важно, что они говорят. Вы решаете, what information you keep and what information you throw away. Какую информацию вам оставлять у себя, от какой информации избавляться. So if anybody tells you a negative about anything about you, you just throw it away. Поэтому, если вам кто-то что-то про вас говорит, да выбросите это. I'm good enough. Я достаточно хорош. I'm smart enough. Я достаточно умен. I'm pretty enough. Я достаточно красивый, красивая, to be successful in чтобы life. преуспеть в этой жизни. That's your inner talk. Вам надо с собой говорить таким образом. What you say to Это ваш yourself внутренний разговор с собой. Это то, что вы должны себе говорить. is the most important И thing in the world. этот внутренний разговор вас с собой, это самая важная вещь. You are the boss. Вы начальник и босс Of you. своей жизни, себя. Nobody else is. А никто вами не управляет. And every time you look at a negative comment on your social media and И you go, why would каждый they раз, say that? когда вы смотрите, не знаю, на комментарии негативных в соцсетях по поводу вас и думаете, почему они это говорят, Who cares why they said it? да какая разница, почему они это написали? Anybody who tells you negativity is miserable. Вот любой человек, который вам говорит какой-то негатив, его жалко на самом деле. And they're trying to make you miserable too. И они просто пытаются вас в эту жалость затащить. So people who are miserable Поэтому те люди, которые сами в таком состоянии плохом находятся, try to make other people miserable они просто делают так, чтобы других на свой уровень стащить, понимаете? so that they'll be happier. Им так легче. И вот это их счастливее делает, понимаете? So listen, Поэтому, ребят, this is why you have it written down because поэтому ваши цели должны быть у вас записаны. your mama or your brother in total love says, oh, Jimmy, Поэтому может быть кто угодно, мама, кто-то еще говорит, Джимка, that's too big a dream for you. слушай, ты тут написал очень большие мечты. Think a little bit smaller. Вот, давай что-нибудь мысли поменьше, да, более реалистично. Because I love you Я же тебя люблю, and I don't want you to get disappointed. и я не хочу, чтобы ты разочаровался в жизни. It doesn't make my mom or my brother То bad. есть, если мне кто-то это говорит, мама мне это говорит, это не делает их плохим человеком. They're trying to help me. Они попытаются мне помочь. You just say, oh, mama, I love you. Поэтому, ребята, отвечайте так: мам, я тебя люблю. Everything's going to be okay. Все будет хорошо. And I'm going to keep dreaming bigger dreams. И меня никто не остановит от того, чтобы я мечтал большие мечты. So in the beginning, if you're not too confident, don't share your dreams with everybody. Поэтому, друзья, совет такой. В самом начале, если вы сами еще не уверены, да, не делитесь своими этими мечтами со всеми подряд. Until you're so confident
пока вы сами не настолько приобрели уверенность, and you don't care what anybody says to you. до такой степени, что вам вообще все равно, что вам скажут по поводу этого. Okay, so I'll tell you a story. И вот расскажу сейчас историю. My very first time to Russia was 2011. В 2011 году я первый раз приехал в Россию And I went to Moscow. и поехал в Москву. Now, first of all, И, во-первых, the lady who invited me to speak, женщина, которая меня пригласила, организатор, she says, Jim, она мне сказала: так, Джим, Russians don't like American speakers. русские не любят американских спикеров. Now, is that positive or negative? Вот это, как вы считаете, мысль, она негативная или позитивная? So, if you don't have enough confidence, Поэтому, если у человека нет достаточно вот уверенности в том, что он делает, and you keep thinking about the fact that Russians don't like Americans, why would you go и speak? если человек это за основу возьмет, что да, русские не любят американцев, ну как бы, как он будет себя чувствовать? So I just laughed and I told her, I said, I'm not your average American. И я просто посмеялся над тем, что она сказала. Я говорю: слушай, я не стандартный американец. I said, I can talk to anybody. Я говорю, я могу найти подход к любому человеку. So she goes, okay, И она говорит: так, хорошо, I let you come to Russia. приезжай в Россию. Договорились. So I show up on stage, И я приезжаю на мероприятие, выхожу на сцену, and I'm not talking to entrepreneurs. и я не общаюсь с предпринимателями. I'm not talking to young, positive people. Я не общаюсь с позитивно настроенными молодыми людьми. I'm talking to 100 consultants to entrepreneurs. То есть первая моя встреча была с бизнес-консультантами. Это было 100 человек, закрытая группа, которые сами работают, консультанты по бизнесу, которые работают с предпринимателями. Men and women my age. То есть это люди, они моего возраста, женщины, мужчины, и выглядели они вот так. So I walk on stage, and this is what they're looking at me. Вот они на меня смотрят, я выхожу на сцену, я вот вижу такие лица. 100 people looking at me like this. 100 человек на меня смотрят. Американский. Американец. Нет. So I'm like, oh my. So, but I was prepared. И я подготовился. So Я был готов. I knew that I was going to walk out to some experienced Russian consultants. Я знал, что кто моя аудитория, что эти люди, они будут подготовлены, это будут консультанты, которые работают на территории России. They already know everything. Они уже все знают. So, У них такой подход, что я все знаю. so I walk out on stage, Поэтому я выхожу на сцену. and I didn't have Tanya yet. I had another beautiful translator. Мы пока с Таней тогда были не знакомы, у меня был другой переводчик, хороший очень. So I walk out on stage, И я выхожу на сцену, and the translator's walking with me. и переводчик выходит со мной. And I get to the edge of the stage, and I just И look at я everybody. подхожу к краю сцены, и я просто на всех смотрю. Just not smiling. I'm just looking at Я everybody. не улыбаюсь, не смеюсь, я просто They're на looking at всех me. смотрю. Они на меня тоже смотрят. I'm looking at them. Я на них, они на меня. And I looked at every single person in the И crowd. смотрю, вот я взглядом окинул всех присутствующих. And I said, Я очень рад видеть вас! И тут я им выдаю: я вас очень рад видеть. Which means I'm really happy to see you. And everybody cracked up. They started laughing. И They go, это oh my просто God. всех, как говорится, вот, все просто начали смеяться в этот They, момент. they all expected me to say, hi, my name is Jim Потому что Mather. все ожидали от меня, что какой-то консервативный, да, то есть здравствуйте, меня зовут Джим Мэттерс и так далее. I knew they already know my name. Я знал, что они знают, кто я. Out in the lobby was a life-size picture of me with my name on it Потому in что Russian. везде было объявление, постеры с моим именем. I don't have to say my name. Поэтому они точно знали, как сказать мое имя. So that Поэтому- basically... So they were laughing. They were like, И они, who's this guy? и они такие: вау, ничего себе, кто этот вообще человек? And then I said, И я потом сказал. I was American naval officer. И я говорил, что я работал в военно-морских войсках Америки. I was on a submarine in 1985. И в 1985 году я работал на подводной лодке. So I chased Russians all over the world. И нашей задачей было преследовать советские подводные лодки по всему миру. They said I never caught a Russian till right now. И я говорю, и я ни одного не поймал, вот пока я не приехал сюда. So at that point, we were in good communication. И у нас задалось общение. Задалось общение в тот момент. And that was my first time in Russia. Это был мой первый приезд в Россию. And I would say most of those 100 people are really good friends of mine.
И большинство людей, с кем я повстречался и встречался, они очень хорошие мои друзья. Yeah. We got 5 minutes. Okay. Yeah. About 80% of those people are still my friends. Да, около 80% тех людей до сих пор мои друзья. You're never going to make 20% of the people happy, so Потому don't что try. есть 20% людей, которых не важно, что вы делаете, вы никогда им не угодите, поэтому даже не пытайтесь. So we're going to wrap this up. И нам сейчас нужно уже подводить итог, заканчивать. I'll tell you what makes it possible for me to go around the world is I have good translators. Вот смотрите, то, что я путешествую, да, по всему миру, мне помогает очень, что я приезжаю в страну, у меня есть хорошие переводчики. I've been to China, South America, Я был Russia, в Америке, в Южной Америке, в Китае, в России, New Zealand. в Новой Зеландии. Totally different languages. То есть, и это абсолютно разные языки. And I'll tell you the key that I've seen around the world is the businessmen are learning English. И смотрите, вот то, что я наблюдаю, да, что все бизнесмены, да, успешные люди в разных странах, они все знают английский язык. I know many people in Russia that I met, 8-9 years ago. И даже те, кто в России, кого я повстречал 8-9 лет назад, They said, "Oh, I'm going to learn English." они такие, я выучу английский. I said, "Why you want to learn English?" Я говорю, а зачем вам They английский? said, "So I can talk to you in English." Чтобы мне с вами общаться на английском напрямую. So Tanya has actually taught a lot of my friends English, which has been awesome because now they write to me and I can actually talk to them on the phone. И поэтому Таня, она, кто-то у Тани даже обучался. Я сейчас с этими людьми могу общаться, они мне пишут, я им отвечаю, и с кем-то я по телефону разговариваю, мы какие-то дела вместе делаем. Because the people in China, South America, Почему? Потому что неважно где, Китай, Южная Америка, all the business leaders, they want to be able to go around the world and sell to everybody, but they know English is going to be the language they can use to sell. все лидеры индустрии, да, бизнес-индустрии, люди, которые хотят ездить по миру, предоставлять свой продукт глобально, да, на глобальном масштабе, они все понимают, что английский — это международный язык, и он им для этого будет нужен. So this would be one of the actions you would do if you want to be successful in business. Поэтому, если вы хотите в бизнесе достичь успеха, это то, что вам точно нужно будет сделать. Because even if you're in Siberia, Поэтому даже если вы живете в Сибири, at the end of the world, это очень далеко от всего остального, under 15 feet of snow, и у вас сугробы огромные, you can still sell вы все равно можете продавать. to the United States. Можете продавать в To Америку, Mexico, в Мексику, Canada. в Канаду. There's no limit to you. На самом деле никаких ограничений нет. Today there's no limit to you. Сегодня ограничений нет. So remember Поэтому помните, the 3 secrets. 3 секрета. Write down exactly what you want. Первое, запишите четко, чего вы хотите. Write a plan about how you're going to get what you want. Напишите план, как вы будете это реализовывать. Simple plan. Очень простой план, не усложняйте. And work hard. И работайте усердно. And ignore И игнорируйте. 3 секрет, игнорируйте all negative comments все негативные from комментарии. everybody. От кого угодно. Ignore. Don't fight. Просто игнорируйте, не боритесь с ними. Don't fight negativity. То есть не боритесь с негативом, Ignore it. просто игнорируйте. Because they hate when you ignore them. Потому что эти люди, они ненавидят, когда их игнорируют. If it's your family, be nice. То есть если если негатив исходит из вашей семьи, да, будьте с ними дружелюбны. If it's your mom and dad, Если мама, папа, say, "Я люблю тебя." обязательно им скажите, я тебя люблю. You just love То and есть, ignore negative. просто, продолжайте их любить, но игнорируйте тот негатив, который от них исходит. Okay, listen. Поэтому Спасибо огромное спасибо огромное. to Tanya. 'Cause Спасибо, Таня. she's my angel. Она ангел. And thank you for your time. Ребят, спасибо вам за ваше время. And I hope you guys have a wonderful day and a wonderful week. Я надеюсь, что у вас будет отличный день, отличная неделя. Go out and get your dreams. Обязательно идите и работайте над реализацией своих мечт. And if you've listened to me speak and I helped you in any way and you're a millionaire now, please write to И me. если вы были на моих выступлениях, я вам как-то помог, и вы разбогатели, напишите мне, пожалуйста, об этом. Thank you. Thank you very much. Ребят, всем спасибо, всем отличного дня. Take care. Bye-bye. Bye-bye. And now here.